Привет! Это проект «Делаю машину из смартфонов». И давай-ка мы сразу с тобой подытожим, что же мы смогли продать с прошлой серии. Наконец-то продался висяк, который у меня был. И это Honor 200 Lite. Honor 200 Lite продали. Вот, спасибо большое. Все. Также за это время успели прийти мои великолепнейшие пылесосы, которые ты, кстати, мог приобрести с большой скидкой в моем телеграм-канале по вот этому QR-коду. Переходи, подписывайся, чтобы не пропускать классные предложения, ведь когда выходит данный видеоролик, этих предложений уже может и не быть. Оба пылесоса продались за одну неделю на Авито через Авито доставку. Первый пылесос у меня ушел за 14 925 рублей, а второй пылесос ушел за 15 473 рубля. Соответственно, мы их плюсуем в наш баланс. Для того, чтобы продлить действие беспроцентного периода по моей кредитной карте, мне нужно было внести минимальный платеж. Он составлял 1800 рублей. Поэтому из общих обналиченных денег я перевел их на свой кредитный счет. Поэтому у нас из общего уходит 1800 рублей. Еще по некоторым скидкам я нашел классный, великолепный смартфон для того, чтобы сделать на него обзор и потом еще его продать бэушным в плюс. Это Honor X10C Smart. C-Smart, не путайте с X9C, это разные смартфоны. И он мне обошелся в 13 тысяч рублей, но как я его покупал, какой ублюдочный магазин Мегафон Йота, вы просто себе не представляете. Это омерзительный магаз. Короче, стоит не идти за этим Redmi, потому что вот открыл, магаз находится в 3 километрах, блин, отсюда, в 3 километрах. Это жесть. И я его уже оплатил, и не дай бог там будет оплаченный телефон. Это будет такая жопа. И вот эти все смартфоны, что вы видите, они уже были открыты, все они были уже распечатаны и активированы. Короче, в обоих этих магазинах эти чуваки открывают зачем-то телефоны. Это просто какой-то звездец. На кой черт новый телефон открывать, я искренне не понимаю. В итоге я зря проперся эти сраные полчаса, и я просто отказался от покупки, потому что если открытый, там типа тот, который не перепродавать, а на него обзор делать, потом продать в плюс, то тогда уж хотя бы купить тот цвет, который хочешь, белый. Вот, еще бабло захалдировал. Нужно будет его потом, бляха-муха, потом вынимать из этих самых. Короче, вот Мегафон Йота полное дерьмо, а не магазин. По крайней мере, при покупке телефонов вообще не рекомендую с ним связываться. Это полнейшая параша, друзья мои. Вот. Не совершайте моих ошибок. Друзья, я хочу подметить, что ты можешь помочь мне достичь моей цели гораздо быстрее. Вот тут вот я оставлю QR-кодик вот здесь. Отсканируй его, ну и закинь там 100 рублей, 50 рублей. Мне будет очень приятно. Честное слово. А вы мне... Короче, я под конец дня просто заколебался, поэтому я арендовал каршеринг после покупки. Вот, и мы его обязательно вычтем из стоимости телефона. Точнее, прибавим к стоимости телефона, потому что расход денег на каршеринг за телефон, за которым ты ездил, это тоже, я считаю, расход, и его нужно минусовать. Чтобы все было максимально по чесноку с расходами, мы должны прибавить стоимость телефона 100 рубасов, который я потратил сейчас на каршеринг. Который продает только БУ смартфоны. Ну, для меня что такое БУ смартфон? Это у тебя телефон в пленке, ты его открыл, эту коробку, и телефон становится бэушным, потому что в теории ты можешь им попользоваться и протереть с него пылинки, засунуть его обратно и сказать: вот, друг мой, это абсолютно новый смартфон. Но это не так, потому что можно и на Авито в состоянии как новый купить, но он будет априори стоить должен дешевле, чем с открытой коробкой. Это раз. А второе, все, смартфоны, которые продаются в сети Мегафон, они сделаны по такому принципу, то есть они уже открытые. Все открытые, друг мой. Я просто в шоке с этого был. Ну, короче, и это еще не самое главное. Самое главное то, что я купил по карточке по своей, оплатил его по кредитной, этот телефон, поехал в один магазин, и еще один, кстати, забронировал, белого цвета. Поехал в город, который недалеко от меня находился, торговый центр, и там я увидел, что он открытый, белый телефон. Я думаю, ладно,
там был новый, стопудово новый, потому что там было много в наличии. Поеду туда. Позвонил, мне сказали, все новое, закрыто. Я приезжаю в магазин на другой конец города, трачу на это кучу времени, и по итогу там тоже открытый смартфон, да еще и с витрины, да еще и черного цвета, как мне бы не хотелось. Для тех, кто не понял, в магазине в торговом центре «Город» был белый телефон, открытый. Я отказался. Я поехал в другой конец Москвы, где обещали закрытый и ранее оплаченный мной телефон. Я туда поехал, там вся точно такая же шляпа, которую я описывал в лайве. Оттуда я опять вернулся в город, торговый центр, и потратил еще 12 999 рублей, потому что тот телефон был оплачен уже с моей кредитки. Поэтому это просто отвратительный экспириенс при взаимодействии с этим сраным мегафоном. Я не рекомендую абсолютно пользоваться услугами интернет-магазина для покупки телефонов. Я не знаю, что там с наушниками и всем остальным, но мне этого хватило. Это полное дерьмо. Но, как вы поняли, Honor X9C Smart в белом цвете мне нравится. Для обзора нормально, в любом случае я его буду открывать. Поэтому мы списываем 13 тысяч рублей с нашего кредитного счета. Ну а теперь самое главное. Мы идем закупаться микрофонами DJI Mic Mini, как я и обещал. Заказываем огромное количество микрофонов на 55 069 рублей. Итак, у нас заказ выполнен, минус 55 069 рублей. И я планирую с каждой продать минимум за 10 тысяч рублей. Итого с 7 микрофонов, я сейчас посчитаю на калькуляторе, сколько это будет. 15 тысяч рублей. А что же такая за интересная и рискованная схема? Что за рискованный продукт? И что там? Что-то того? Нет, друзья мои, не что-то того, а что-то этого. Нормального и правильного. Я имел iPod 7-го поколения на 128 гигабайт. Приобретал я его себе лично и пользовался. Но отказался от него по некоторым своим причинам, не суть важно. Самое главное другое, что как только я его выложил, на него выстроилась просто очередь. И я его продал практически день в день. И я понял, что людям интересно айподы. Поэтому что я сделал? Все правильно. Купил айподы по всей России, чтобы накинуть на них нужный прайс сверху и перепродавать. Но что самое важное для того, чтобы купить правильный БУ товар? Это правильно его проверить. Хорошо его проверить и убедиться в его работоспособности. В общем, смотрите и слушайте. Итак, ребята, как вы понимаете, мы занялись теперь еще и айподами. Но чтобы продавать качественно айподы, нужно их качественно проверить, потому что новых нормальных айподов, очевидно, нет. Они все будут бэушные. Поэтому я подготовил список, по которому мы завтра с вами пройдемся и в моменте за 15 минут попробуем максимально проверить iPod. Первое, что я предлагаю сделать, это посмотреть дату активации. Чем позднее активирован iPod, тем с большей вероятностью у него будет более живая батарея. Дальше нам нужно проверить внешку, то есть там сколы, царапины, что кнопки работают и так далее. Потом следы разбора. Это одна из важнейших вещей, как мне кажется, потому что люди хотят получить полностью оригинальную вещь. Вот. А чтобы получить полностью оригинальную вещь, тебе требуется как минимум сделать так, чтобы понять, что в него никто не залазил. Следующее — это отвязка от iCloud. Ну, то есть, когда мы его посмотрели, осмотрели, пока он включается, то нужно проверить, что ваш айподик был отвязан, чтобы вы могли его перепродать и получить бабло в плюс. Ну, либо для себя, если, то тоже нужно убедиться, что у вас отвязанный аккаунт, и вы сможете его использовать. Экран и битые пиксели, то есть тоже нужно проверить, посмотреть на сам экран, что у него нормальные цвета, что его никто не менял. И если вы вообще не заметите следов, что кто-то что-то менял, но экран какой-то там паршивый, вы, я думаю, это сразу сможете заметить. Не на всех айподах 7-го поколения приходит обновление, с помощью которого можно проверить батарею. Поэтому я возьму с собой MacBook. У него есть установленное приложение Coconut Battery, которое помогает определить состояние аккумулятора. Вот ровно по тому же алгоритму отображается состояние аккумулятора в самом приложении и в том числе в айфоне.
3,5 мини-джек. Нужно, чтобы обязательно работал, потому что iPod'ы покупают обычно аудиофилы, которые прям очень любят использовать именно с 3,5 джеком, потому что только через него, типа, звук будет максимально офигенным, там, оригинальным и так далее. Поэтому лучше, чтобы он работал. Bluetooth. Современные люди тоже покупают кто-то iPod'ы, поэтому мы обязательно должны проверить наличие Bluetooth, чтобы он работал. Wi-Fi. Ну, куда мы без Wi-Fi, правильно? Если Яндекс.Музыку установим какую-нибудь, то без Wi-Fi вы музло никакой не накачаете, YouTube не посмотрите, вообще, типа, вещь бесполезная. Динамики, в принципе, на прикол проверить, на всякий случай, просто пусть будут, пусть работают, и там хриплые, не хриплые. И, наконец, количество памяти. Потому что вы можете покупать, я же купил iPod с Авито доставкой, и ты можешь купить, например, iPod на 128 гигов, а тебе пришлют на 32. И разница между 128 гигами и 32 в стоимости примерно там типа 10 тысяч рублей, потому что на 32 гига ты вообще ничего не сделаешь. Вот, собственно, завтра вы в прямом эфире сможете увидеть, каким образом я буду это проверять непосредственно на пункте выдачи. А по списку пойдем с датой активации. Сзади есть serial number, по которому это можно проверить. Так, тут написано где-то 21 год. Теперь дальше разбор. Посмотрим, разбирался или нет. Там вроде бы все окей. Дальше по списку. Ну, он отвязан, потому что я его полдня активировал, чтобы посмотреть что-нибудь. Дальше по списку экран, битые пиксели. Я их не вижу, никаких битых пикселей. Давайте проверим это. Батарейку, количество процентов. Живая, 97%. Ну, Wi-Fi работает, очевидно, да, что я подключился к Wi-Fi. Давайте, динамик остался, Bluetooth. Ну, слышно было, что работает. Bluetooth тоже работает, вот оно все подключено. Самые внимательные заметили, что я не проверял количество памяти. Это очень грубая ошибка, ведь iPod на 32 гигабайта стоит 1000 на 8 дешевле, чем на 128 гигабайт. Мне повезло, что продавец был честным, и в нем было 128 гигабайт. Так что все окей, можно брать. Итого я заказал 3 iPod'а по всей России. Первый я приобрел за 12,5 тысяч, второй я приобрел тоже за 12,5 тысяч. И третий я приобрел за 11 тысяч рублей. Все эти деньги мы с вами вычитаем из нашего бюджета. И насколько быстро и насколько в плюс они уйдут, ты сможешь узнать в следующей серии. Вы понимаете, что мы приближаемся к большой цифре обналиченных денег. То есть рынок БУ товаров у нас расширяется. И расширяются и типы изделий, которыми мы можем торговать и перепродавать. А что это значит для нас, вы узнаете в следующей серии. Все, спасибо большое, до новых встреч, пока-пока.